Уважаемые зрители, меня зовут Валерий Табаков, я юрист, специализация права человека и международное право. В сегодняшнем видео мы разбираем языковую политику Украины с точки зрения ее исторического развития и возможной квалификации, как лингводискриминация, лингвофашизм или лингвогеноцид. Особое внимание я уделю решению Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации от апреля 2025 года, которая признала наличие дискриминации русскоязычного населения в Украине. Решение стало важным событием в международной оценке языковой политики страны. Я проанализирую законодательные, исполнительные, судебные и социальные аспекты этой политики. Приведу конкретные примеры и отвечу на вопрос, насколько обоснованы обвинения в лингводискриминации и более тяжких формах языкового подавления. Языковая политика – это не только вопрос слов, но и прав человека, национальной идентичности и социальной справедливости. В случае Украины она осложнена историей русификации, текущим геополитическим конфликтом и борьбой за государственный язык. Давайте разбираться шаг за шагом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, делитесь этим видео. Вперед! Для объемного анализа определим ключевые термины. Лингводискриминация, лингвицизм. Это ограничение прав личности или группы по языковому признаку. Например, в доступе к образованию, работе или общественным услугам. Этот термин закреплен в международных стандартах, таких как Европейская хартия региональных языков. Лингводискриминация, лингвицизм. Второе. Лингвофашизм. Это полемический термин, подразумевающий агрессивное навязывание одного языка с подавлением других, часто с элементами культурного шовинизма. Он редко используется в юридической практике из-за своей эмоциональной окраски. И лингвогеноцид или просто лингвоцид. Это целенаправленное уничтожение языка через запреты, репрессии или ассимиляции, рассматриваемое как форма культурного геноцида по определению Рафаэля Лемкина. Эти три термина представляют спектр от ограничения прав до полного уничтожения языковой идентичности. Наша задача выяснить, где на этом спектре находится в данный момент языковая политика Украины, особенно в свете выводов ООН от апреля 2025 года. Рассмотрим исторический контекст языковой политики. Первое. Российская и 18-19 века. В 18-19 веках украинский язык подвергался систематической дискриминации. Валуевский циркуляр 1863 года и Эмский указ 1876 года запрещали издание книг, преподавание
и публичное использование украинского языка. Это классический пример лингвоцида, направленного на уничтожение украинской культурной идентичности. Второе. Советский период. 1920-1980-е годы. В 1920-е годы политика коренизации поддерживала украинский язык. В 1927 году был принят закон, поощряющий его использование в образовании и администрации. Однако с 1930-х годов началась русификация. Украинский язык вытеснялся из школ, СМИ и культуры, а его носители обвинялись в национализме. Это создало прецедент лингводискриминации. Третье. Поздний советский период и независимость. С 1989 по 2014 годы. В 1989 году закон Украинской ССР о языках закрепил украинский как государственный и гарантировал права русского и других языков. В частности, русский имел статус языка межнационального общения по закону Украинской ССР. После 1991 года Конституция Украины, статья 10, подтвердила статус украинского языка, сохраняя защиту языков меньшинств. В 2012 году закон об основах государственной языковой политики, известный как закон Кивалова-Колесниченко, расширил права русского языка. Но его отмена в 2014 году вызвала протесты в русскоязычных регионах, что некоторые интерпретировали как первый шаг к лингводискриминации. И о современной языковой политике Украины. 2014 по 2025 годы. После 2014 года, с началом конфликта на Донбассе и аннексией Крыма, языковая политика Украины стала более жесткой. Это объясняется необходимостью укрепления национальной идентичности. Рассмотрим ключевые аспекты. Первый. Законодательная политика. Закон об образовании, 2017 год. Статья 7 ограничила преподавание на языках меньшинств, требуя переход на украинский язык в старших классах. Венецианская комиссия в 2017 году отметила, что это может быть дискриминацией, особенно для русскоязычных и венгерских меньшинств. Например, в Закарпатской области венгерские школы сократили обучение на родном языке, и это вызвало протесты. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, 2019 год, обязывает использовать украинский язык в госуправлении, образовании, СМИ и культуре. Русский язык разрешен в частной жизни, но ограничен в публичной сфере. Например, с 2021 года 90% контента на телевидении и радио должно быть на украинском. Нарушителей штрафуют, что усиливает обвинение в лингвицизме. Закон о национальных меньшинствах, 2022 год. Это закон, принятый для соответствия требованиям ЕС. Он ужесточил ограничения на русский язык, предоставив больше прав
языкам ЕС, например, венгерскому и румынскому. В апреле 2025 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что этот закон дискриминирует русскоязычных, армян и ромов по сравнению с носителями языков ЕС. В частности, сораппортер Ибрахима Гисех отметил, что закон содержит дискриминационное положение в отношении языковых меньшинств, не говорящих на языках ЕС. Пример. В Одессе в 2020 году кафе оштрафовали за меню на русском языке, что вызвало обвинение в лингводискриминации. Второе. Исполнительная политика. Исполнение языковых законов контролирует языковой омбудсмен. В 2022 году омбудсмен сообщил о сотнях жалоб на нарушение прав украинского языка, но также фиксировались случаи давления на русскоязычных. Например, в Киеве и Львове проверяют предприятия на соблюдение языковых квот, что иногда приводит к конфликтам. Пример. В 2021 году в Харькове учительницу уволили за урок на русском языке, несмотря на русскоязычный состав класса, что вызвало протесты родителей. Третье. Судебная политика. Судебная система поддерживает приоритет украинского языка. В 2018 году Конституционный суд признал неконституционным закон Кивалова-Колесниченко. В 2023 году суд в Днепре отклонил иск русскоязычного гражданина, требовавшего госуслуги на русском, ссылаясь на приоритет украинского языка. Это подтверждает тенденцию к ограничению прав русскоязычных в публичной сфере. Пример. В 2019 году во Львове суд оштрафовал предпринимателя за рекламу на русском языке, что было расценено как нарушение языкового закона. Четвертое. Социальная политика. Социальная политика направлена на реукраинизацию. Опросы Центра Разумкова 2023 год показывают, что 66% украинцев поддерживают приоритет украинского языка, но 15% выступают за двуязычие. В русскоязычных регионах Харьков, Одесса реукраинизация вызывает сопротивление. На социальных платформах, в частности в X, в апреле 2025 года активно обсуждалось решение ООН с постами, поддерживающими дискриминацию русскоязычных, хотя некоторые преувеличивали, называя политику нацистской. Пример. В апреле 2024 года в Житомире женщина угрожала 10-летней девочке из-за разговора на русском языке, что вызвало общественный резонанс и было упомянуто в докладе МИД Российской Федерации как пример нацистских подходов. В апреле 2025 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации СЭРТ опубликовал выводы по докладу Украины за 2014-2019 годы. Комитет отметил, что закон о национальных меньшинствах 2022 года содержит дискриминационное положение, ставящее русскоязычных армян и ромов
в невыгодное положение по сравнению с носителями языков ЕС. Сорапортер Ибрахим Гисек подчеркнул, что несмотря на реформы, направленные на соответствие стандартам ЕС, закон сохраняет неравенство в правах языковых меньшинств. Это первое официальное признание ООН дискриминации русскоязычного населения в Украине, что усилило международное внимание к языковой политике страны. Решение вызвало резонанс. На платформе X пользователи отмечали, что ООН прозрела, указывая на давние проблемы русскоязычных. Например, посты подчеркивали, что закон 2022 года ограничивает использование русского языка в публичной сфере, в то время конференции. Однако важно отметить, что выводы ООН не называют политику Украины лингвофашизмом или лингвогеноцидом, а говорят о дискриминации в конкретных аспектах. Квалификация языковой политики. Первое. Лингводискриминация. Решение ООН от апреля 2025 года подтверждает наличие лингводискриминации в Законе о национальных меньшинствах 2022 года. Ограничения в образовании, Закон 2017 года, и СМИ, Закон 2019 года, создают неравные условия для русскоязычных. Например, русскоязычные ученики в Харькове вынуждены переходить на украинский язык, что может затруднять обучение. Венецианская комиссия также отмечала дискриминационные элементы в законе 2017 года. Однако полный запрет русского языка отсутствует, что исключает системный характер дискриминации. Второе. Лингвофашизм. Обвинения в лингвофашизме, встречающиеся в риторике некоторых источников и на платформе X, преувеличены. Лингвофашизм предполагает агрессивное подавление языков с элементами шовинизма, но в Украине русский язык разрешен в частной жизни, СМИ и культуре. Решение ООН не использует этот термин, а указывает на дискриминацию, но это не эквивалентно фашизму. Например, в отличие от нацистской Германии, где языки меньшинств были полностью запрещены, в Украине такого нет. Третье. Лингвогеноцид. Лингвогеноцид подразумевает целенаправленное уничтожение языка. В Украине же русский язык используется 38% населения, и нет доказательств его полного запрета. Решение ООН не квалифицирует политику Украины как лингвоцид, а говорит о дискриминации. Ограничения в публичной сфере могут ослаблять позиции русского языка, но это скорее форма ассимиляции, чем геноцид. Слаще ли хрен редьки, сами судите. И сравним ситуацию с международными стандартами. Европейская хартия региональных языков требует защиты языков меньшинств. Украина частично нарушает эти стандарты, что подтверждает Венецианская комиссия и ООН. Для сравнения, во Франции закон Тубона 1994 года обязывает использовать французский язык, но не вызывает обвинений в лингвофашизме. В Квебеке хартия французского языка ограничивает английский, но не квалифицируется как лингвоцид. Украина
действует в условиях конфликта, что делает политику более чувствительной, но не оправдывает нарушение прав меньшинств. Решение ООН от апреля 2025 года подтверждает, что языковая политика Украины содержит элементы лингводискриминации, особенно в отношении русскоязычных армян и ромов. Закон о национальных меньшинствах 2022 года создает неравенство, предоставляя привилегии языкам ЕС. Однако обвинения в лингвофашизме или лингвогеноциде не подтверждаются, так как русский язык не запрещен, а политика направлена на реукраинизацию после веков русификации. Как юрист, я призываю к диалогу и соблюдению международных стандартов. Языковая политика должна объединять, а не разделять. Друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, подписывайтесь на канал, и мы продолжим разбирать сложные темы. С вами был юрист Валерий Табаков. Спасибо за внимание. До новых встреч!